Вы бы тоже поверили заголовкам. Вы бы тоже подумали, туда ехать опасно. Но они все-таки поехали. И нажали на звонок в самую неожиданную дверь. История, которая началась как безумный эксперимент, закончилась слезами прощания и полным крушением привычной картины мира. Всем привет! Это быстро новости на канале «Разнесли». Коротко и по делу о новостях в мире. Подпишитесь на нас и обязательно поставьте лайк, а мы начинаем. В декабре 2024 года трое зарубежных видеоблогеров, канадцы Тайлер Шпиц и Брэд Ланкастер и австралиец Лиам Макошам, решились на странное путешествие. Они прилетели в Россию не ради достопримечательностей и не ради эффектных кадров. Их идея звучала почти наивно – стучаться в дома незнакомых людей и предлагать приготовить для них ужин. Без сценария, без страховки, без понимания, кто откроет дверь. Перед поездкой они честно говорили о страхе. Все, что доходило до них через экраны, выглядело мрачно. В мире Россию давно показывают через призму тревожных новостей, санкций и большого международного конфликта. Сами блогеры честно признаются. Мы не были уверены, правильно ли вообще ехать сюда. Но затем добавляют главное. Мы хотим верить, что хорошее есть в каждом человеке. План был прост. Москва, затем Суздаль, тихий город с частными домами и первый звонок в незнакомую жизнь. Реальность начала удивлять сразу. Английский язык оказался редким гостем, а обычная заправка машины превратилась в целый квест с жестами, улыбками и долгими попытками объясниться. Но именно это странным образом сблизило. Неловкость быстро сменялась смехом. Самый волнительный момент – первый стук в дверь. Сердце колотилось, камера дрожала. И вдруг дверь открылась. Женщину звали Ольга, и она говорила по-английски. Услышав предложение приготовить для нее ужин, она не только не удивилась, но и тут же пригласила гостей в дом, усадила за стол, накормила. В этот момент эксперимент перестал быть экспериментом. На следующий день блогеры захотели увидеть окрестности. Туристических сервисов почти не оказалось, но проблема решилась по-русски быстро. Сообщение в группе любителей внедорожников, и уже через час за ними заехал Алексей. Лес, грязь, смех, разговоры о жизни, прошлом, в спорте и бесконечные шутки. Позже он выложил фото с подписью «Канада, Австралия, Америка, Россия. Мы все жители одной земли». Несколько слов, в которых оказалось больше смысла, чем в сотнях новостей. Вечером они зашли в местный боксерский зал. Узнав, что Лиам занимается джиу-джитсу, хозяин предложил легкий дружеский спарринг. Австралиец переживал, но все прошло с уважением и юмором. А потом серьезный зал внезапно превратился в арену поддушечного боя. Смеялись все. Утром Ольга повела их к реке. На зимнее купание. Перед прыжком Тайлер спросил, как пережить холод. Она, не моргнув, ответила. Нужно говорить очень нехорошие слова. Много. Они прыгнули, кричали так, что звук потом пришлось скрывать. Выйдя из воды, Тайлер честно признался. Река была ледяной до безумия. Теперь он понял, откуда берется русская закалка. Вечером состоялся обещанный ужин. Лиам готовил пасту с креветками, и Ольга была в восторге. К столу присоединилась ее подруга Светлана, не знавшая английского, но язык оказался не нужен. Тосты, смех, танцы, полный хаос и абсолютное тепло. Они говорили, что хотели увидеть страну не через экраны, а через людей. И увидели совсем не то, чего ожидали. У нас было невероятное время. Жаль, что многие никогда об этом не узнают, потому что боятся. Ольга ответила просто. Бояться нечего. Прощание оказалось самым тяжелым моментом поездки, потому что за несколько дней незнакомые люди стали почти родными. Это путешествие разрушило стереотипы и оставило след. Из всех мест, где им когда-либо везло с первого раза, именно Россия стала самым неожиданным. Вот такие новости, друзья. А посмотрев это видео, что думаете вы? Поделитесь в комментариях. До скорой встречи, всего хорошего.